План номер 9 касается воскрешения мертвых, дистанционное электродное проникающее воздействие на радужную оболочку недавно умерших. Вы уже применили этот метод на практике? Да, ваше превосходительство. Насколько успешно прошли опыты? Пока что мы успешно оживили двоих. Надеемся оживить и больше. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. План 9 из открытого космоса 1959 года, Plan 9 from Outer Space, американский низкобюджетный фантастический фильм ужасов режиссера Эдварда Вуда-младшего. Худшая постановка за всю историю кинематографа. Производством фильма занималась компания Rayland Pictures, не выпустившая более ни одного фильма. Лента находилась в общественном достоянии в США. В честь фильма была названа операционная система Plan 9. Вышел ремейк под названием «План 9» 2015 года. Почему же фильма «План 9 из открытого космоса» такая масса поклонников? Наверное, из-за подкупающего ощущения искренности, созданного Эдом Вудом. Я кино снимать не умею, но мне очень хочется. Останови его, Танна. Он подошел достаточно близко. Включи электронный пистолет. Нет, останови его, Танна. Я не могу. Что это за яма? Помогите. Брось пистолет на пол, Танна. Тогда разомкнется контакт. Фильм «План 9 из открытого космоса», актеры и роли. Грегори Уэлкотт, Джефф Трент, пилот. Мона МакКиннон, Паула Трент, его жена. Дьюк Мур, лейтенант полиции Джон Харпер. Том Кин, Том Эдвардс, полковник, ответственный за борьбу с тарелками. Карл Энтони, Ларри, патрульный. Пол Марко, Келтон, патрульный. Тор Йоханссон, Дэн Клей, инспектор полиции. Дадли Менлов, Эрос, капитан инопланетного корабля. Джоанна Ли, Танна, инопланетянка. Джон Брейкинджер, Райлер, инопланетянин, его превосходительство. Лайлал Телбот, генерал Робертс. Майло Нурми, вампира. Белла Лугоши, монстр, дублер Том Мейсон. Джерен Крисвелл, камео, рассказчик. Только за тебя я и волнуюсь. Пропади пропадом все эти летающие тарелки. Но на этом кладбище явно что-то происходит. Неважное соседство. Тарелки наверху, кладбище в стороне, а я все время буду здесь. Первоначально картина должна была называться «Грабители могил из открытого космоса». Но представители церкви отвергли это название, и Вуду пришлось придумать «План 9 из открытого космоса». Финансирование картины осуществляла церковь, Южная Баптистская конвенция, а исполнители всех ролей добровольно стали баптистами. Белла Лугоши умер, когда было отснято около 10 минут фильма, из-за чего Эдвард Д. Вуд-младший использовал архивные съемки Лугоши в плаще Дракулы. В фильме был также введен дублер Лугоши по имени Том Мейсон, мануальный терапевт жены Вуда. Съемки худшего фильма в истории закончились в 1956 году, но понадобилось 3 года, чтобы найти для плана 9 из открытого космоса дистрибьютора. В фильме был задействован гроб, который стоял дома друга Вуда, удивительно Крисвелла, по словам которого он в этом гробу спал. Гроб также был задействован в фильмах Вуда «Оргия мертвых», «Ночи призраков» и порнографическом «Некромания». Держи пушку наготове. После того, что я сегодня видел, оружие здесь не поможет. Клей умер, мы его похоронили. Как можно убить того, кто уже мертв? Мертв! Ты только посмотри на него. Я выпустил в него всю обойму. Я слушаю тебя. План 9 из открытого космоса демонстрировался по телевидению в относительной безвестности до 1980 года, когда авторы Гарри и Майкл Медвед назвали фильм худшим фильмом, когда-либо снятым. И Вуд и его фильм были посмертно удостоены 2 премий Медвед «Золотая индейка», как худший режиссер в истории и худший фильм соответственно. По слухам, Эд Вуд многие сцены снимал с первого дубля, заодно и экономя пленку. При съемках фильма «План 9 из открытого космоса» кабину пилотов снимали следующим образом. Пилоты сидели на дачных стульях, позади них висел занавес от душа, а вместо штурвалов использовались подушки, которые они и крутили. Летающие же тарелки над моделью Голливуда представляют собой дешевые игрушечные модели, купленные в детском магазине и висящие на веревках. Первостепенный статус худшего фильма в истории человечества можно объяснить тем, что поклонники полюбили именно эту картину из-за участия в ней умершей звезды. Белла Лугоши, игравшего Дракула у Тома Браунинга, который скончался в начале съемок «Плана 9 из открытого космоса», а также из участия в фильме другой звезды, Майлы Нурди, известной по созданному ею образу вампира. Слышал что-нибудь? Не пойму, что это. Я шум не люблю, особенно там, где его быть не может. Да, мрачное местечко.
Стареем, наверное. Что бы это ни было, нам лучше поскорее отсюда убраться. Это лучше всего. Пошли. Пошли. Фильм «План 9 из открытого космоса». Сюжет. Над Голливудом все чаще и чаще начинают появляться летающие тарелки. Однако правительство США сей факт всячески отрицает и даже пытается с ними бороться с помощью запуска ракет. Руководивший ракетным обстрелом полковник узнает от генерала о дюжине инопланетных посланий, последнее из которых получено около месяца назад. Генерал дает полковнику прослушать расшифрованное послание. В нем говорится, что пришельцы пришли с миром и намереваются приступить к принудительному разоружению землян ради блага Вселенной. Если люди станут упорствовать, пришельцы будут вынуждены уничтожить Землю. Полковнику поручено разобраться с пришельцами. Инопланетяне решают, что земляне слишком глупы и вполне могут нанести большой вред галактическому сообществу, вследствие чего начинают реализовывать свой план под кодовым названием «План 9». Двое пришельцев сажают летающую тарелку на Землю и оживляют 3 мертвецов, внедряя чипы в их головной мозг. Полковник, лейтенант полиции и пилот гражданского самолета находят НЛО, попадают внутрь и встречают пришельцев. Пришельцы пытаются объяснить людям, что после изобретения взрывчатки, атомных и водородных бомб человечество осталось совершить один шаг до изобретения процесса Solar Night, процесса взрыва солнечного света. Этот процесс может привести к взрыву Солнца и всех освещаемых им планет. Пришельцы убеждены, что глупость людей приведет к катастрофе. Завязывается драка, в результате которой начинается пожар. Люди покидают НЛО. НЛО взлетает и взрывается в воздухе. Ответственным за борьбу с тарелками был назначен полковник Эдвардс. Ему предстояло принять важнейшее решение в своей военной карьере. И он его принял. Полковник Эдвардс командовал огонь. Худший фильм в истории «План 9 из открытого космоса» 1959 года, впрочем, как и вся карьера Эда Вуда, наглядно демонстрирует, к чему может привести энтузиазм и искренняя любовь к кино. Даже несмотря на технические несовершенства, а логичный сюжет, «План 9» стал бессмертным представителем благородного жанра. Так плохо, что даже хорошо. Большую часть актерской группы Эд Вуд находил самостоятельно, и для съемок «Плана 9 из открытого космоса» ему удалось собрать невероятную команду. В роли ведущего в самом худшем фильме в мире выступил специалист по пророчествам удивительный Крисвелл, наиболее известный по своей книге с предсказаниями, где он предвещал уничтожение Земли в 1999 году. Ставшего зомби инспектора Дэна Клея сыграл профессиональный рестлер Торт Джонсон, а его ожившую компаньонку телевизионная ведущая Майкла Нурми, работавшая во время съемок на телевидении под псевдонимом Вампира. Одна из заметных ролей досталась и самому состоятельному другу Вуда, Джону Брейкинджу. Облачившись в пижамный костюм, он сыграл инопланетного лидера с вечно крутящимися глазами. Вы знаете, что есть директива правительства о том, что летающих тарелок не существует? Да, сэр. И вы по-прежнему утверждаете, что вы их видели? Но... Да, сэр. Это пахнет трибуналом. Вы признаете то, что запрещено приказом? Генерал Робертс, можно честно? Можно. Как мне продолжать службу, если я не должен верить в то, что я не только видел, но и во что стрелял? Режиссер Эд Вуд привлекал к работе буквально всех, кто оказывался рядом и вызывал у него интерес. Удивительно, но в его случае это работало. Кто еще может похвастаться настолько безумным и одновременно привлекательным актерским составом худшего фильма в истории? Если вы поняли, зачем инопланетянам по версии Эда Вуда понадобилось оживлять умерших, пишите в комментариях. Худший фильм в истории человечества вдохновляет начинающих кинематографистов не сдаваться и продолжать делать то, что нравится. Да, «План 9» не был принят обществом сразу, но спустя время он, в отличие от многих фильмов-современников, совершенно не устарел, а стал американским достоянием. Регулярно цитируется, по нему создаются ремейки «План 10 из открытого космоса», «План 9 с Алиэкспресса» и «Маски для Хэллоуина». Эд Вуд, играючи, снял худший фильм в истории и обрел настоящее бессмертие, что и было прописано в «Плане 9 из открытого космоса». Солнечный луч состоит из многих атомов. Если мы разработаем такую бомбу, она будет еще мощнее современных. Мощнее? Вы видите? У вас глупые, ограниченные, пустые умы. Я тебя уже получил, возвращаю. Шутки кончились. Из-за таких, как вы, мир близок к уничтожению.